Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Это снова мы, ваш любимый канал Мотоателье Ретроцикл, и я, Сергей Беляев. И вот на очередном обзоре у нас два совершенно замечательных мотоцикла ижевского производства. Это ИЖ К-16 и ИЖ М-16. Ну, это чистый кросс, то есть без всяких разговоров. Это фактически тот же мотоцикл, но это мотоцикл для многодневных гонок. Грубо говоря, эндуро. То есть у него наличествует фара, у него наличествует стопак, у него наличествует гудок. Так, это, в общем-то, два совершенно одинаковых мотоцикла, за исключением, вот еще, может быть, амортизаторов. Совершенно замечательный мотоцикл М-16. То есть он, во-первых, снаряд спортивный, который едет, в общем-то, по любой, соответственно, поверхности, что асфальт, что гравий, что грязь, что снег. Ну, все зависит, конечно, от мастерства водителя. Непростой мотоцикл в управлении, у него очень высокая посадка, достаточно даже на уровне вот кроссовых мотоциклов, он достаточно высоко сидит. Про кроссовый-то я вообще не говорю, он еще выше сидит за счет амортизаторов, это чуть поменьше, это чуть побольше, поэтому это еще побольше. Кроссовые, то есть как эндуро мотоциклы, они не были в свободной продаже, они распределялись только через ДОСААФ. И его могли получить люди, которые более-менее приближены к тем людям, которые общаются в ДОСААФе, потому что, конечно, их не было в свободной продаже. Ну, про кроссовые вообще не говорю, а вот про эти их так вот как-то распространяли очень хитро. Потому что, в общем-то, на него документов не надо, у него даже нету места под номер, на него есть книжка спортивного инвентаря и все, что на тот, что на этот. Но к счастью, у нас вот на этот есть документы старого образца, и в принципе, в общем-то, по желанию заказчика можно его как-то легализовать. Ну, я не думаю, что вот так просто, но, наверное, можно. Потому что книжечка есть, и номер-то, в принципе, прикрутить куда-нибудь возможно. Этот, соответственно, у нас с документами как кроссовый мотоцикл, как спортинвентарь. На нем можно ездить только по трассе, то есть дотаскиваешь его, ну, как любой кроссовый мотоцикл, ты его довозишь до кроссовой трассы, там, пожалуйста, катайся, но на дороге общего пользования выезжать нельзя. Что у нас приехало? Ну, привез я их, наверное, месяца 4 назад, может быть, меньше, может быть, не помню, когда я их привез. Привез я их с нашей столицы, нашей любимой родины. Красавч был собран из коробок.
То есть он приехал из Владивостока, когда переезжали люди сюда. Отец там был у них более-менее приближен к дусавской этой теме и к кроссовой команде. Ну и, соответственно, из коробок они вот на «Жигульку» скидали какой-то мотоцикл, то есть тут новый, совершенно новый двигатель, новые колеса. В общем, он весь новый был, там, за исключением каких-то мелочей, которые мы там, ручки газа тут не было, что-то такого, по мелочи. Но он был новый, понятно, время не щадит ничего, но вот действительно новый мотоцикл. Когда мы, ну, естественно, мы разбирали движок, чтобы его обработать аквабластом, заменить там всякие старые сальники, подшипники и так далее. Подшипники мы, понятное дело, не меняли, потому что они новые, советские, а сальнички поменяли, ну, соответственно, отполировали крышечки, обработали, дело все нашим аквабластом, очень там замечательно смотрится. Что-то мы тут на нем перехромировали, значит, отдельная история была со ступицами, колеса мы разобрали, и ступицы я хотел их отполировать, но задняя ступица, она, понятно, гладкая, без вопросов полируется, а вот переднюю ступицу мы долго пытались ее отполировать сами, но в итоге мне пришлось отдать ее в галтовку, и, в общем, ее вот загалтовали, и она даже получилась почти, ну, фактически как задняя полированная, ничем не отличается. Поэтому здорово, в общем-то, получилось у ребят. Не дешево, конечно, все это дело, но получилось хорошо. Значит, сидушечки мы перешили, вот отдельно говорю, вот за эти вот чехольчики они у нас достались, опять же, вот с этим мотоциклом, который был весь в родне. Мы повторили оба сиденья, то есть вот тут со всеми закрывашками всех этих фильтров, вот эти вот бортики и так далее. То есть все это мы повторили, в оригинале почти все так. Крыло здесь было, ну, по всей видимости, при перевозке или при хранении оно было придавлено туда, и оно у нас такой пузырем таким было, ну, поправили мы, все тут сделали, покрасили. Понятно, что оно было пластиковое, изначально чисто пластиковое, но, сами понимаете, пластик, ну, он поцарапанный, матовый, весь в царапинках, весь некрасиво смотрится, и, в общем, мы все решили это дело покрасить. Что еще? Значит, купили мы все полностью резинки. Вот эти вот сальнички и вилки, они так продаются, еще есть, ребята их изготавливают, говорят, шикарно встают на явы, ну, не знаю, не пробовали мы и не дают, в общем, течи. Ну, вот эти вот две на том резиночки, они у нас новенькие, и все замечательно смотрится. Неудобно, конечно, на кроссовом мотоцикле, что нету подножки, потому что все время вот этот подкат ставить, ну, черт его знает, то есть как-то вот у нас он стоит сейчас на домкратиках, ну, зато у М16 есть вот такая подножка, поэтому, ну, он, конечно, очень низко стоит, но все равно замечательно, что она наличествует у нас в эта подножка. Соответственно, рама была покрашена порошковой краской, глушитель и весь резонатор, все это было покрашено тоже порошковой краской, но термостойкой. То есть у нее термостойкость порядка 800 градусов. Ну, я думаю, что мы красили уже такой краской, думаю, что ничего там ему не будет, этому самому глушителю, когда заведется. Ну, хотя я думаю, что у заказчика они будут больше стоять, чем он больше на них будет ездить. У него там есть на чем кататься, а это вот чисто как история, как вот мотоцикл, который был и есть. Вот, ну, с номерами, понятно, вы сейчас меня начнете какашками кидаться немножко. Мы из того времени не осталось этих номеров, поэтому мы вот из пластика вырезали такие вот по форме. И был у меня один номер, он весь трескнутый, вот вырезали такие вот штучки и приклеили номер. Это я посоветовал заказчику, номер 99 и 66. Больше, наверное, и нечего рассказать. Это действительно шикарные мотоциклы. Кто, в общем-то, увлекается мотокроссом, я думаю, что вы получите большое удовольствие, прокатившись на таком мотоцикле, потому что, конечно, прет он вообще чума, то есть он до сотки разгоняется по любому покрытию, там, и жжет сцепление, и шлифует любое покрытие, что асфальт, что грязь, что грунтовку, со второй в свечку вытягивает. Вот. И в свою бытность, когда я там еще был мальчиком, к нам были у нас вот такие мотоциклы в секции. Я занимался мотокроссом во Дворце пионеров нашем, но недолго я там занимался. Вот, и вот в секцию приходили люди, катались, ездили, но уже более взрослые ребята, поэтому, а мы на 125-х ЧЗ катались, хотя тоже очень такой злой мотоцикл, но этот, конечно, 350 кубов, я не думаю, что любой сейчас вот
современный малокубовый какой-нибудь японский кросс, он не сможет потягаться с этим мотоциклом. Затем с вами прощаюсь. Наблюдайте за вот всей красотой вот такой. Подписывайтесь на наши каналы. Сейчас тут всплывают всякие наши паблики. Пишите, что не так, что так. Пишите, ругайте, хвалите. Но лучше, конечно, в личку, потому что, не знаю, наверное, не очень прилично, когда вы все там на всю страну там говорите там вот тут это. Ну, может быть, и знаете, конечно. Конечно, я не гуру в этих, ни в чем я не гуру. И встречаются люди, которые больше меня знают. Но лучше написать личку и нормально пообщаться, нежели чем мы там будем с вами на всю аудиторию какую-то ругань разводить. Тем более я не люблю ругань разводить, я их просто будет пополнять черный список нашей группы. Я с вами прощаюсь. С вами был ваш любимый канал Мотолирия Ретроцикл, и я Сергей Беляев. Всем бай!